Всем привет, с вами Тори-чан. Думаю, многие из вас знакомы с моим мужем Изуми виртуально. Он очень интересный человек, и за 9 лет, что мы вместе, я подметила много забавных привычек его, и поэтому сегодня расскажу вам о 10 привычках моего мужа-японца, некоторые из которых присущи только ему, как мне кажется, а некоторые довольно обычны для японского общества. Поехали! Первое, это, конечно же, есть все палочками. И я про это уже рассказывала в других видео, что у меня муж ест даже чипсы палочками. И многие мои японские знакомые едят чипсы палочками. Это оказывается удобно, потому что пальцы не пачкаются, как я до этого раньше не додумалась. И также потом не нужно руки мыть после каждого раза, как ты поел чипсы. Так медленнее получается есть чипсы, поскольку ты их берешь по одной штучке осознанно, сколько штучек ты съел, а не сразу. Вот так вот жмени в рот. И даже он иногда ест палочками такие вещи, как пюре, да, и спагетти. Мы в семье сейчас едим спагетти палочками, даже я уже приучилась есть их. И как бы это ни было удивительно для некоторых людей, суп. И как японцы едят суп палочками? Очень просто. Да, мы едим суп палочками. Причем не только мисо-суп, и даже когда я готовлю обычные супы, борщ какой-нибудь, Изуми говорит, что ему ложка не нужна, он будет есть только палочками. Вот так вот обычно японцы едят супы палочками, они выпивают жидкость и дальше съедают все твердые овощи палочками, как обычную еду. Я хоть и хорошо ем палочками, есть блюда, которые мне все еще кажется, что нужно есть вилкой или ложкой. И поэтому до сих пор, спустя даже 9 лет вместе, иногда я готовлю какую-то еду, и Изуми несет ее на стол, я сажусь, смотрю, а приборы, которые он поставил, это палочки. Я такая, как бы для этого, мне кажется, лучше вилка. Второе, это принимать ванну практически каждый день. Особенно зимой Изуми принимает ванну реально каждый день. У нас такие счета за воду. Я, конечно, не жалуюсь, потому что это хорошо, гигиена, но мне кажется, это довольно уникально для японской культуры настолько любить ванну. И это связано с любовью японцев к горячим источникам. Горячие источники издавна в Японии являются частью их культуры, потому что они есть везде, где вулканы, а в Японии много вулканов. И если нет возможности пойти в горячий источник, японцы заменяют их на принятие ванны с разными хорошими солями для размягчения кожи и так далее. Часто я принимаю душ, когда мне нужно просто помыться, и я хочу привести себя в порядок, но, наверное, Изуми в 90%, когда он хочет помыться, принимает ванну. Когда мы ездили вместе за границу, часто, особенно в европейских отелях, нет ванны в номере, и Изуми был просто в шоке, что нам приходилось неделю без ванны жить, только с душем. И по возвращению в Японию первым делом он был очень рад, что у нас теперь ванна есть в доступе. Третье – это медитация. И не только Изуми, многие мои японские знакомые, в особенности парни, практикуют медитацию. И мне кажется, это потому, что в Японии много, особенно буддийских храмов, где практикуют медитацию как монахи, так и люди, кто просто пришел в этот храм. Иногда проводят бесплатные сессии, где можно все вместе медитировать, есть платные уроки. И поскольку это всегда вокруг тебя, в твоем окружении, медитация не кажется чем-то особенным. И люди практикуют медитацию как часть их ежедневной жизни. Не все японцы, конечно, но в моем окружении много таких людей. И, допустим, Изуми в последнее время часто медитирует через разные практики, не только, как мы вот представляем себе, медитация, когда ты сидишь молча и медитируешь, а, допустим, через уборку. Изуми мне рассказала, что часто буддийские монахи делают сильный акцент на важности уборки, и каждое утро убирают всю территорию храма вениками, прибирают пыль, опавшие листья и так далее. И это тоже считается частью медитации, поскольку ты концентрируешься на одной этой вещи, на одном этом задании, которое тебе нужно выполнить, и больше ни о чем другом не думаешь. И у нас теперь дома 3 или 4 веника японских таких традиционных, которыми Изуми убирает разные части нашего дома. У нас есть веник для уборки внутри дома, которым он
сметает всю пыль. У нас есть веник для уборки генкан, то есть входа, которым он сметает пыль на улицу. Есть веник для листьев, опавших в нашем саду. И даже у нас есть грабельки. А еще у него есть маленький веничек для его стола. И последние несколько месяцев он реально каждое утро подметает всю нашу территорию. И внутри дома, и вход, и снаружи двор тоже. Поэтому, наконец-то, у нас очень чисто, я довольна, а для него это медитация. Изами говорит, что медитацией может быть что угодно, а не просто сидение на одном месте с закрытыми глазами, и уборка — это классический способ, как медитируют в Японии даже монахи. Но, допустим, готовка, как он мне сказал, это не медитация. Для меня это успокаивающая вещь, но во время готовки ты думаешь, ты планируешь, что ты будешь делать следующим. Лучше, чтобы это была какая-то простая вещь, где не нужно думать. Четвертое — это полоскать горло по возвращению домой. И это скорее, наверное, общий японский этикет, гигиена, которую поддерживают многие японцы, потому что считается, что в вашем горле накапливается много разных бактерий, вирусов, пыль с улицы, и это лучше прополоскать по возвращению домой, чтобы как руки мыть, скажем так. И вот мы моем руки по возвращению домой, а японцы, кроме того, что моют руки, также полощут горло часто. На японском языке это называется угай, полоскать горло, и этому учат с детства, поэтому это не только привычка Изуми, что нужно мыть руки и полоскать горло. У меня этой привычки нет, меня учили только мыть руки с мылом, поэтому, когда я возвращаюсь домой, часто Изуми такой: ты горло прополоскала? И я такая: нет. И он такой: прополощи, это надо делать. И я такая: ну ладно, прополощу. До сих пор, сколько лет мы не живем вместе, я каждый раз забываю, и меня нужно составлять. Пятое — это чистить зубы после каждого приема пищи. И это тоже скорее не привычка только Изуми, а японское воспитание. Допустим, меня учили, что нужно чистить зубы 2 раза в день, утром и вечером. И были споры, нужно чистить зубы после еды или до еды. А вот в Японии учат, что нужно чистить зубы после каждого приема пищи примерно 3 раза в день, после завтрака, обеда и ужина. И если вы съели что-то между, допустим, обедом и ужином, то нужно еще раз почистить зубы. И многие японцы реально чистят зубы после каждого приема пищи, и поэтому носят с собой переносные зубные щетки и зубные пасты. Когда я работала в офисе, у нас было вполне себе нормальным, что люди выстраивались в очередь, чтобы в туалете почистить зубы. У нас даже были специальные локеры, такие как полочки, где все оставляли свои переносные зубные щетки, зубную пасту, макияж и так далее. Прямо внутри туалета в офисе. Я даже видела людей, кто не только в офисе, но и просто в ресторане, в туалете ресторана чистят зубы после еды. В аэропорту люди чистят тоже зубы после самолета или после того, как поели что-то. В шоппинг-центрах и тому подобное. Изуми не носит с собой зубную щетку, когда мы идем куда-нибудь гулять, но дома, если мы едим, он после каждого приема пищи обязательно почистит зубы, даже если, допустим, это что-нибудь небольшое было. Шестое — это аккуратно относиться к вещам и ценить их годами. Я уже показывала, что у Изуми есть его джинсовый костюм, который он купил несколько лет назад, и он очень аккуратно за ним следит, вручную его стирает, сушит на солнышке, выглаживает, несколько раз в день может даже его просто накинуть, чтобы форма поддерживалась джинса. И это касается не только джинсового костюма, но и, в принципе, многих вещей из одежды, а также обуви. Он очень аккуратно за всем следит. В отличие от меня, я покупаю все дешевое, стираю все в стиральной машинке, даже то, что нельзя стирать, сушу и через полгода выкидываю. У меня, к сожалению, не получается, как у него, настолько трепетно относиться к вещам, и это классная привычка, которую мне следует, наверное, перенять у него. В Японии есть такое понятие, как ваби-саби, и простыми словами это то, что ценность вещи возрастает с годами, поэтому если вещь становится старее, и у нее появляются трещинки, или откололось что-то, или мхом покрылось, это
это показывает, что у вещи есть история, и иногда делает ее даже ценнее, чем новую вещь. Но это касается не всего, поэтому 7 пункт, наоборот, противоречивый. Изуми часто довольно выкидывает вещи, просто выкидывает. И это называется в японском языке даншари. Термин, кстати, из буддизма, который дословно перевести можно как «выкинуть из своего сердца какую-то вещь». Поэтому не все мы храним дома, потому что чем старее, тем лучше. Какие-то вещи по Изуми логике не стоят того, чтобы их хранить, и он их выкидывает. Эта привычка Изуми выкидывать вещи меня первое время довольно сильно бесила, потому что он выкинул несколько моих вещей, которые мне нужны были. Я до сих пор помню, что я ищу мои штаны и не могу их нигде найти. Думаю, где же мои штаны? И говорю Изуми, куда делись мои штаны такие широкие, черные? И он такой, ой, я их выкинул. Потому что, видимо, они где-то криво лежали ему, и он подумал, что они мне не нужны. И было несколько таких вещей, которые он выкинул, а мне они были нужны. И часто даже какие-то специи, которые я покупаю. И есть же специи, которые ты понемногу иногда используешь, не каждый день. Так вот, в его логике это ненужная вещь. И он иногда их выкидывает. Поэтому у нас компромисс. Я ему рассказываю, что эти вещи ни в коем случае нельзя выкидывать, даже если тебе кажется, что я их не использую, они мне нужны. И если ты хочешь что-нибудь выкинуть, спроси у меня, пожалуйста, вначале, нужно ли мне это. Но, в принципе, это тоже хорошая черта, хоть и некоторые мои специи пали жертвой этого боя минималистов и максималистов. Благодаря этой привычке Изуми у нас не скапливается много ненужных вещей, которые часто я покупаю, мусора, и чистее смотрится пространство. 8 привычка Изуми, которую я долго не понимала до одного происшествия, это продавать вещи в еще нормальном состоянии и покупать новые вещи им в замену. И он мне говорил, что в Японии очень хорошо развит БУ-маркет, есть приложение под названием Мерукари, где японцы продают бэушные вещи, и с охотой другие японцы их покупают за довольно высокую сумму для БУ-вещей, если они в хорошем состоянии. И я не понимала, зачем это делать, если у нас, допустим, есть тостер, который все еще работает, зачем его продавать и покупать новый тостер, который будет дороже, понятное дело, чем БУ тостер даже в хорошем состоянии. Пока у нас не произошел один случай, когда мы влетели в довольно большую сумму денег. У нас была стиральная машинка, довольно хорошая, дорогая, со встроенной сушкой, которая стоила примерно $2000. И Изуми мне долгое время говорил, что ее нужно продать и купить новую. Я говорю, зачем? Она же нормально работает, она в хорошем состоянии. И он говорит, мы пользуемся этой машинкой уже 6 лет, и у машинки срок годности, скажем так, примерно 8 лет, который они гарантируют, поэтому ее лучше продать сейчас. И я такая, да зачем? Нет. Прошло полгода, как он мне говорил, что нужно продать эту машинку стиральную, и у нас она ломается. У нас порвался ремень, если не ошибаюсь, в барабане машинки, то есть она перестала вращаться. Приезжает мастер, смотрит на эту машинку и говорит, что починить нашу стиральную машинку будет стоить почти столько же, сколько купить новую. А она уже и так старая. Чинить ее примерно за ту же сумму, что купить новую, смысла нет. И поэтому нам пришлось покупать новую стиральную машинку, а старую сломанную стиральную машинку мы продать уже не смогли. Они ее бесплатно, скажем так, почти за бесплатно забрали, люди, которые приезжали ее починить. Поэтому мы влетели на $2000, хотя если бы я тогда послушала Изуми, и мы продали бы ее, пока она еще работала, возможно, кто-нибудь, сломал ее в будущем. Но это, видимо, то, как многие японские, я поняла, кстати, и делают. Они продают еще работающую вещь, чтобы не было такого, что она потом сломалась, и ты ее вообще не смог продать. И именно поэтому в Японии очень большой рынок хороших, новых бэушных вещей. И я, когда впервые в Японию приехала, я реально удивилась. Ты идешь в магазин Recycle Shop, где БУ вещи, и много разной техники, в особенности техники, которые еще буквально 1-2 года как выпустили. А ее люди уже
продали. 9-е — это заедать все рисом. И это тоже привычка не только изуми, а многих японцев, потому что японцы, конечно же, обожают рис, и говорят, что в среднем один японец съедает в районе 40 килограмм риса в год. Это примерно 2 плошки риса в день, и реально есть люди, кто ест рис на завтрак, обед и ужин, и им это нормально. Для японцев рис — это как для, допустим, меня хлеб, и поэтому рисом заедать все, что угодно, вполне себе нормально, особенно если это какой-нибудь суп. Суп без риса не суп. Мисо-суп, борщ, что угодно, подайте мне рис. И даже, допустим, есть в Японии блюдо набе, это такой большой суп с разными овощами, мясом, там может быть картошка даже внутри, что угодно. И когда уже доедают этот суп набе, если остается немного супа уже без овощей, японцы туда еще добавляют сверху рис, чтобы сделать такую как рисовую кашу в конце, чтобы наесться. Или, например, если вы идете поесть рамен, часто в раменных ресторанах есть не только рамен в меню, но и рис, чтобы заедать рамен рисом. И, допустим, изуми, хоть и не настолько много ест, часто заказывает еще рис к рамену. Хотя мне кажется, что одного рамена в Японии с головой хватает, чтобы наесться. Здесь огромные порции. Но именно сам факт, что в рамене есть суп, и дальше суп лучше доесть с рисом, это, наверное, такая японская логика, привычка многих японцев доедать суп с рисом. И 10-е — это есть определенную еду на праздники, в особенности на Новый год. И это тоже привычка изуми, которая пошла скорее из воспитания и из его детства, что он ел в детстве, и даже в взрослом возрасте считает, что это нужно обязательно съесть. И в Японии на Новый год обычно не накрывают праздничный огромный стол, банкет с оливье и так далее, а очень простой ужин, но обязательное блюдо, которое часто японцы хотят съесть на Новый год, это соба, гречневая лапша. Потому что в Японии такую лапшу, именно которую ты ешь на Новый год, 31 декабря, называют тошикоши соба. Дословно это переводится как лапша, которая проводит этот год. Считается, что лапша такая длинная, и когда ты ее ешь, она символизирует этот длинный год, который ты прожил. Поэтому это скорее как символичное блюдо для японцев тошикоши соба, гречневая лапша. И каждый год обязательно изуми нужно съесть эту лапшу. Честно скажу, я больше люблю удон. Это пшеничная такая толстая лапша, а не соба, поэтому, когда приходит время Нового года, я такая, ну, может быть, что-нибудь другое съедим, я не хочу лапшу гречневую есть. Нет, нужно обязательно съесть гречневую лапшу, даже если это просто будет лапша капу-рамен, капу, то есть быстрое приготовление лапша, даже продается гречневая в Японии, чтобы ее залить кипятком, а не варить несколько минут и быстренько съесть. Это, мне кажется, специально сделано как раз для тех японцев, кому просто для галочки нужно съесть гречневую лапшу на Новый год. Я его в этом плане понимаю, потому что у меня тоже есть блюда, которые ассоциируются с Новым годом, только потому что я их в детстве ела, как тоже оливье, конечно же. Я хоть и не любитель оливье, на Новый год мне нужно съесть хотя бы одну ложечку оливье, поэтому мы обычно на Новый год готовим гречневую лапшу и оливье. Вот такой у нас симбиоз. Надеюсь, что вам было интересно это видео. А какие есть интересные привычки у вашего мужа или жены? Жду ваших комментариев. Спасибо за просмотр. Всем пока!